И мы, там было при рассылке, было предложение сформулировать запрос под сегодняшнюю вот нашу встречу. Почему формулировать запрос? Ну, потому что любая такая встреча – это обмен. Обмен, ну, как говорят, энергиями, да, то есть обмен светом. В силу этого, от того, что мы как бы вот уже формируем определенную сеть, вот у нас тут уже матрица 3×4 есть из 12 человек, а тут есть еще и больше людей, то каждый из нас, формируя свой какой-то запрос, да, то есть, ну, ставит какую-то свою собственную задачу. Да, то есть мы, когда прописывали работу со светлицей, мы говорили, что работа, ну, там в описании светлицы супер это есть, что надо сначала поставить задачу, потом сформулировать модель, сформировать имитационную, потом начать действовать по реализации этой модели, и в результате как бы мы должны получить некую структуру, сформировать, которая начинает реализовываться, и мир нам подсовывать начинает знаки. То есть последний пункт – наблюдать за знаками, что у нас будет происходить. Ну вот, опять же, начнем с задачи, да, то есть под что ее формировать. То есть, ну, мы вернемся к такой теме, которую мы иногда затрагивали, это тема биоинтернета. Что мы называем биоинтернетом? Биоинтернетом я называю нечто над нами, но как бы не вот там вот прямо, конечно, над нами, а как бы в неком недоступном до нас месте что-то находится, да, то есть кто-то это называет там высшие силы, кто-то Бог, кто-то это хроники Акаши там есть описание, что это всеобщее информационное поле, там всемирное. Ну, Вернадский там немножко подошел по-другому к описанию, там ноосфера назвал, но это не совсем у него описание подходит под то, что мы называем. То есть есть некая высшая надстройка над этим миром, условно говоря, да, которая нам создает условия реализации здесь. Ну, то есть как система управления. Да? Ну, или как в компьютере есть процессор, а на экране мы видим отображение. То есть у нас вот мир этот наш вот такой трехмерный монитор, а есть вот некий, можно сказать, процессор, но это на самом деле не процессор, скажем так, да, а вот некий биоинтернет, который обеспечивает работу вот этого вот всего, что мы можем наблюдать, с чем можем взаимодействовать. Но самое интересное, как бы вот в теории физических структур нам как раз и говорит, что да, есть мир структура, есть мир вот нашей реальности. Поэтому вот это то, что мы называем биоинтернетом, это и есть вот этот мир структур, с которым мы взаимодействуем. Но в том-то и дело, что так как каждый объект с ним связан, да, то есть у нас есть связь туда. Но вот пользуемся мы этой связью или нет? Вот это вот вопрос. Потому что как бы оттуда-то что-то идет, но как сделать так, чтобы она была двусторонняя, да, то есть туда и сюда. На самом деле она двусторонняя, это как бы существует, да, то есть другое дело, что мы это делаем неосознанно. То есть что-то к нам приходит, но мы это можем как-то активировать. Каким образом? Да, то есть что мешает на самом деле нам этим пользоваться? Мешает на самом деле всего две вещи. Да, то есть мешает это то, что у нас не хватает мирности, для того, чтобы вот это обеспечить понимание того, что к нам идет сюда. Второе, у нас помехи мешают, вернее, даже три. Помехи мешают еще, да, то есть как бы. И третье, это неумение. Мы не умеем этим пользоваться. Никто нас этому не обучал. В силу того, что не умеем, ну, так думаем, что как бы этим и нельзя пользоваться. Этого вроде бы как и нету. Для большинства людей отсутствует вот этот биоинтернет как таковой. Поэтому, если людям начинаешь об этом говорить, они на тебя смотрят как на полного идиота. Но не все. Есть люди, которые понимают, что есть нечто, недоступное нашему пониманию, которое лежит за гранью нашего воображения. Так вот, как бы возникает в этом плане такой момент, да, то есть, что вот как нам с этим взаимодействовать так, чтобы мы наиболее эффективно себя реализовывали в этой жизни. И вообще, для чего мы тут, в общем-то говоря, в этой жизни присутствуем. В
что мы тут должны делать, да, то есть говорят, вот реинкарнация, то есть вот мы не умираем, да, совсем, да, как говорит пел Высоцкий, хорошую религию придумали индусы, да, что мы, да, в конце не умираем насовсем. Но потом, что потом, да, то есть там как бы, там ты можешь там и баобабом стать, и кем угодно, вот, но не хотелось бы, да, то есть хотелось бы продолжить какую-то деятельность активную, а не в виде какого-нибудь там растения или какой-нибудь там, да, а если жил ты как свинья, останешься свиньей, ну, то есть как бы это бы не совсем бы хотелось бы, да, то есть поэтому вот возникает вопрос пути, как его так проложить, да, то есть что такое путь? То есть путь, да, вот то есть некая определенная как бы струна, да, для каждого человека, да, вдоль которой он идет. Ну вот как бы я говорю во временном плане, то есть как некие события, через которые, как узловые точки, надо обязательно пройти. Но вот в силу того, что существует вот этот материальный мир, он нас как бы от этого пути отклоняет. Вот куда-то мы можем уйти в сторону, да, то есть что при этом происходит? Ну, отошел в сторону, ну ладно, но вернулся. Вроде бы ничего. Но на самом деле, пока мы ушли в сторону, петля времени образовалась, да, то есть мы потеряли, что время жизни. Вот. На самом деле речь идет о том самом дорогом, что у нас есть, о времени жизни. Поэтому если мы не хотим терять время жизни, то нам надо, чтобы путь этот для нас был не во мраке, а мы могли по этому пути нормально идти. Поэтому у каждого человека есть такая штука, которая называется чувство пути, как такое интегральное чувство. Мы тоже уже о нем говорили раньше. Это чувство возможности чувствовать, да, то есть чувствовать, что надо делать. Не понимать, может быть, да, а чувствовать. Если ты чувствуешь, ну тогда тебя что-то ведет. То есть тебя куда-то тянет, и вот то, куда тебя это тянет, ты туда и движешься. Но чтобы туда, ну тянуть-то могут не только, как бы говорят, Бог, да, то есть тянуть может и дьявол. Поэтому вопрос, как вот различать, да, вот эти вот принципы. Но дьявол это как раз то, что как раз относится вот к этому миру. Потому что в этом мире и Бог присутствует, и дьявол, да, то есть, но кто тогда дьявол это создал? Ну, если Бог, он всемогущий, ну, значит, и все может, но, значит, он и дьявола сделал. Для чего? Ну, тогда просто надо посмотреть, что какие силы вообще есть в этом мире, да, есть силы синтезные, а есть силы разрушения. И те, и другие нужны, да, то есть, ну, нужно только равновесие. Потому что у нас, вот, например, в нашем организме какие-то клетки нарождаются, а какие-то отмирают. Если этот процесс не делать, то те, которые клетки должны умереть, они могут переродиться и начать там жить своей жизнью, получается рак или еще что-нибудь, да, то есть начинается какое-то отклонение от этой вот нашей оптимального функционирования. Ну и вот мы сейчас как бы с вами будем на вот светличных играх вот эту тему как бы затрагивать постоянно, развитие чувства пути через те или иные практики взаимодействия со светлицами. И без светлиц тоже можно их делать, конечно, эти практики. Но светлицы какую роль здесь играют? Они играют роль уменьшителя помех. Да? То есть они проясняют нам некую ситуацию, то есть создают возможность того, чтобы мы могли ярче представить вот этот наш путь, ощутить его. Да? То есть, а упражнения, которые мы будем делать, практики какие-то там, да, то есть нам будут позволять формировать этот наш путь, создавать условия для того, чтобы мы могли его, ну, как бы высвечивался перед нами, чтобы нам становилось ясно, что я теперь понимаю, что мне надо делать. Поэтому я и просил, чтобы вы сформулировали запросы. Какие могут быть запросы? Да, какие угодно. По работе, там, по проектам, по каким-то делам, да, по здоровью, там, надо что-то там, от чего-то избавиться, может, еще что-то. И вот на таких сетевых вот как бы вечеринках, очных, заочных, мы будем как бы одновременно прорабатывать все эти вопросы. Даже если мы их не понимаем, не знаем и не чувствуем, но мы же транслируем их, да, сюда. Может стать вопрос, откуда мы уверены, что этот биоинтернет существует?
Ведь большинство ученых считают, что ничего такого нет, что это полная фигня, что это эзотерика, что это все отсутствует, и нечего на эту тему и рассуждать даже. То есть, если тот, кто рассуждает, это, ну, это его по нем плачет психушка, туда его надо отправить. Значит, ну, до последнего времени как бы не было понятно, какие научными фактами мы можем это подтвердить. Вот. Но жизнь движется вперед, и, в общем-то, мысли приходят о том, как это все-таки может быть доказано. Рассмотрим один эксперимент. Его провел один японец, Сухонос такой есть, Сергей Сухонос, он об этом рассказывал, видео увидел, книжку на эту тему написал, как раз про энергоинформационное, про информационное поле всеобщее, он его называет VIP. Поэтому мы все будем VIP-персонами, мы будем подключаться к этому. Поэтому сами светлицы, как таковые, они уже для владельца неким образом подключают к этому информационному полю, потому что уменьшает влияние помех на те каналы связи, которые так существуют. Поэтому вот одна из задач, которую они решают, причем все светлицы, да, то есть, ну, только все по-разному это могут делать, потому что у каждого свои какие-то задачи, свои цели, свой путь, и у каждого могут быть какие-то свои комплекты этих светлиц. Мы не говорим, что у всех должны быть все сразу светлицы. Но каждый выбирает что-то свое. Из того набора, что есть, будут появляться еще новые изделия, о них мы будем тоже рассказывать. И вот поэтому есть возможность вот на таких вот встречах вот это свое чувство пути развивать. Понятно, что на заочных это будет сделать сложнее, чем на очных, потому что мы как бы тут и времени мало на это дело затрачиваем, и не так часто собираемся. А на очных создается определенная среда, в которой это можно быстро получить определенный результат. Потому что через вот эти связи, которые мы будем формировать, через каналы Бионета, можно обмениваться качествами, да, то есть можно создавать условия для переброса тех или иных качеств. Вот нам для того, чтобы решить какую-то задачу, нужно какое-то качество. Вот тут нам Саша говорил, что вот какие-то задачи не получаются. Почему могут не получаться? Но у нас нет этого качества, как некой структуры, которая необходима для того, чтобы это желание было реализовано. Тогда надо настроиться на того, у кого это качество есть, или на тот же биоинтернет и оттуда скачать это качество и его использовать для реализации вот того или иного желания. Другой, да, значит, по поводу эксперимента. Что делал этот японец? Он взял плесень и посадил ее перед лабиринтом. А за лабиринтом была с едой. Что-то там стояло, ну, как раствор глюкозы, которым эта плесень могла питаться. Вот. И плесень, задача была плесени, ну, дойти вот до вот этого вот места, где еда. Вот. Как сначала плесень эту задачу решила? Ну, она просто заполнила собой весь лабиринт, этот, который есть, да, и, конечно, какая-то часть ее добралась до этой еды. Но в силу того, что она как единое целое, она получила эту еду, потому что все клеточки этой плесени были друг с другом связаны. Ну, это же грибок, на самом деле, то есть это гриб, да, то есть как бы, ну, вот гриб, который может вот таким образом выпускать свои какие-то части в общее пространство. Что делал потом японец? Он взял эту плесень, да, то есть ее под колпак посадил, от нее взял кусочек и опять посадил перед этим вот лабиринтом, да. Что произошло дальше? Оказывается, после этого плесень, оказывается, уже обученная была, да, то есть и она проросла кратчайшим путем через этот лабиринт. А часть этой плесени вообще вокруг этого лабиринта вообще по прямой как бы проросла. То есть, что получается? Что информация, а в этой плесени же нету никаких датчиков, то есть ни глаз, ни ног, и где ее память, да, то есть, как бы. Тем не менее, откуда-то она получила эту информацию. Но до этого она не могла ее получить, как ей действовать, да? А тут она ее смогла получить. Почему? Ну, потому что вот у нас есть некий барьер между вот этим вот информационным полем, да, то есть этим биоинтернетом, и нашей реальностью, да, то есть барьер чего? Не каждая структура нам может оттуда быть принята, да, то есть как бы
То есть плесень что сделала? Она отобразила некую структуру из этого мира структур, когда прошла этот лабиринт. В ней получилось некое действие, которым она это реализовала. И теперь с этим интернетом у нее получилась, создалась связь, которая теперь помогает ей пройти вот этот маршрут кратчайшим путем. Но здесь еще надо помнить, что есть еще другой как бы вариант интерпретации дополнительный, что у нас две части этой плесени получилось. А раз это две части этой плесени, то что происходит? Происходит их соединение через интернет, да, как одно целое, и что получается? Ну, это как два глаза, да, вот у нас, когда один глаз, вот плоскую картинку видит, второй глаз плоскую картинку видит, а вместе получается объем, да, то есть мозг формирует объем, поэтому когда есть еще два объекта, которые представляют собой единое целое, могут быть связаны, да, то есть то получается, что есть возможность повысить мерность. Вот мы здесь вот взаимодействуем с вами, у нас кто-то приходит, кто-то уходит. Каждый как бы включен в единую как бы систему. Да? То есть если мы направлены на что? Направлены на эту связь, ориентированы. Просто как бы намерение у нас общее. Мы хотим через вот этот вот биоинтернет наладить общую коммуникацию с тем, чтобы вот наши задачи, которые мы себе поставили, были решены. Еще один момент, связанный с доказательством, да? То есть того, что это все-таки существует. Где мы можем увидеть доказательства этого. На самом деле в такой штуке, которая называется жизнь. Ну, сначала я как бы поясню. Вот давайте, смотрите, представим такую штуку. Вот у нас есть вот листочек бумаги, да? Сейчас. Есть лампочка, которая светит вот сюда, видите? Да? И вот есть тень от пальца. Вот на этом листочке бумаги, да? А вот смотрите, я-то как бы подвожу, есть вот второй палец. Вот он. Видите, их два. А один может палец перекрыть другой. Что появляется, да? То есть на тени мы видим как будто бы один палец. Вот если мы будем смотреть с точки зрения тени и пытаться определить, вот эта точка тени к какому пальцу относится, да? То есть появляется неопределенность, да? То есть это у нас с точки зрения тени задача не определена, потому что у нас неизвестно вот в рамках вот этой плоскости, к какому пальцу может принадлежать вот эта точка из этой тени. То есть вот вопрос неопределенности. Да? Вот здесь, когда вот так вот мы ставим, да, то есть вот, где у нас там, вот видно, что у нас два пальца. Да? Вот тут есть определенность. Мы знаем, вот эта тень от того пальца, это от другого пальца. А когда они накладываются друг на друга, да, вот условия могут быть наложены, то у нас появляется неопределенность. Ну, математики говорят вырожденность. Где мы видим вырожденность в нашей реальности? Вот в живых объектах. В живых объектах мы это очень хорошо видим. У нас есть геном. В геноме 64 кодона. Может быть реализовано как таковые. Но они и есть, существуют. То есть это триплеты, 3 аминокислоты, там никак не будем вдаваться подробно. То есть всего 64 варианта. Каждый из них кодирует какую-то аминокислоту. Ну, казалось бы, надо, чтобы каждый кодировал одну аминокислоту. Но на самом деле, если рассматривать геном как некие слова определенные, да, как некие предложения, как буковки такие, да, то есть, то, естественно, должны быть что? Должны быть знаки препинания. Ну, что, если мы когда фразу какую-то строим, да, у нас есть знаки препинания. Поэтому есть так называемые стоп-кодоны, которые ничего не кодируют, но которые как бы останавливают некий процесс кодирования, да, то есть репликации, там, построения молекул белка. Так вот, на практике мы видим, что реализовано-то у нас только 21 аминокислота делается из этих 64 кодонов. Поэтому есть один кодон, который кодирует, ну, есть аминокислоты, которые кодируются одним кодоном. Есть аминокислоты, которые кодируются 2, 3 и так далее. А вот нету 5 кодонами не кодируется ни одна аминокислота. 6 есть, 4 есть, 3, 2, 1, все есть. А вот 5 нету. Поэтому мы можем отсюда сделать интересный вывод. Я как бы вот его пропущу, математическую как бы часть, откуда что. Это как раз говорит о том, что на нашем
геноме реализована некая структура, да, то есть, которая имеет вырожденность равную 6. Значит, тот мир, который нам как бы вот проецирует сюда, сколько он имеет там мерность какую? Если это рассматривать с точки зрения теории физических структур, то мы что там рассматривается? Там рассматриваются некие элементы, да, то есть элементы и их связи. Сколько элементов формируют ту или иную структуру, сколько связей при этом получается. Вот, например, трехмерное пространство может быть закодировано всего только 3 элементами. Да? 3 элемента в одном множестве, 3 элемента в другом множестве, их связи, и мы формируем здесь трехмерное пространство с помощью них. Ну, вот в аналитической геометрии, если вы, там эта задача, те, кто занимался когда-то, имеет соответствующее образование, то там как описывается трехмерное пространство? Ну, описывается, есть некие точки, да, то есть и задается между ними некая метрика. Вот евклидовое пространство задается 5 точками. Матрицей 5 на 5. И, соответственно, некая метрика. Если за метрику поменять, то можно получить вместо евклидового пространства Риманового пространства, там, пространства Минковского там, и так далее. Но это если берутся вещественные значения, да, то есть чисел. Ну, как бы, вроде бы как у нас вещественный мир, мы должны брать вещественный мир. Но вот если мы будем брать не вещественные, а комплексные числа, то тогда мы можем по-другому совершенно описывать. Вот в теории физических структур комплексными числами можно взять только 3 точки и получить там описание трехмерного пространства. А дальше что? Если мы наращиваем мерность структуры, а дальше мы переходим к следующей, да, частицам, описание частиц. Добавили еще одну точечку, и мы описываем, уже получаем описание частиц. Еще добавили, там, у нас получается еще дополнительно какие-то поля. И вот профессор Владимиров из МГУ, он показал, что для того, чтобы описать все взаимодействия нашего мира, то достаточно матрицы 6 на 6. Как бы физический мир, в котором мы присутствуем, он описывается таким образом. Но мы же видим, что пытаются свести биологические процессы к процессам неживой материи. Да, то есть, что такое жизнь? Да, это какие-то химические реакции там идут в клетке и все. Но до сих пор пока так и непонятно, на самом деле, откуда она произошла. И вероятность как бы появления, случайное вероятное появление жизни вообще совершенно невероятное событие в том виде, в каком оно есть. Значит, есть некая структура, которая здесь проявляется, да, и откуда-то к нам она приходит. Причем приходит для всех живых одинаково. Ведь что получается тогда? Что мы, как говорят, живем ли мы в матрице? Естественно, мы живем в матрице. Но только в матрице мира структур. И мир структур описывается в теории физических структур матричным исчислением. Так вот, если перейти к матрице 7 на 7, то мы же как раз получаем структуру вот этого генома. Да? То есть, и одна из проекций ее может давать вырожденность вот такого рода, то есть, о которой мы говорим. То есть это вот еще одно подтверждение того, что вот существует этот мир структур, как бы, или существует этот биоинтернет, которым мы, в общем-то, хотим все начать взаимодействовать. Ну, я говорю, на самом деле мы все взаимодействуем, только вопрос неосознанный. Вопрос осознанности вот этого процесса, там много говорят, что надо включать осознанность там, и так далее, то есть, как бы, но непонятно, что это такое. Чего надо осознавать? Ну, говорят, надо медитировать, там, вот, на пупок свой заточиться, и если ты можешь там целый час его наблюдать, ну, у тебя тогда все получится, ты станешь осознанным. Ну, не у всех получается, некоторых иногда крышу рвет, как бы, и так далее. Но как бы не об этом. Мы как бы о другом. О том, что если мы хотим что-то действительно прояснять в этом мире, да, то есть мы тогда должны научиться вот эти структуры, из этого мира структур проявлять в нашу реальность. И тогда у нас появляется возможность и материализации мечты, материализация наших желаний и так далее и тому подобное. Да, то есть, но для чего? Для чего нам это надо? Для чего нам материализовывать чего-то там, проявлять? Ну, оно идет как-то, Бог с ним, но пусть идет, как идет.
Но дело в том, что вот все-таки у человека есть какая-то тяга куда-то. Не у всех, правда, но все-таки те, кто пытается понять свою роль в этом мире, они как-то вот понимают, что не все так просто. И на каком-то этапе, в каком-то определенном возрасте у них начинает включаться вот это сознание, что надо бы разобраться вообще, как мир устроен, или что, какая твоя роль в этом мире, какая может быть. Вот со времен Платона и Аристотеля идет постоянный спор, как устроен мир. Платон говорил, что есть вот эта наша реальность, и есть мир идеальных сущностей. И вот так как мир идеальных сущностей более многомерный, то сюда мы видим некое другое соображение. У него вот, есть модель пещеры, что мы сидим в пещере, сзади нас горит огонь, и мы видим некие тени на стене. То есть это все, что мы видим, это некие тени того, что есть вот совсем другого, вот, сзади нас, присутствующего в этой пещере. И говорит, что Платон еще тогда сказал, что если мы даже будем человеку пытаться поворачивать его голову и посмотри, говорит, вот реальность-то, вот она какая. И человек будет сопротивляться и говорить, что да пошли вы, и будет смотреть вот на эту картинку, которую ему показывают. Ну вот опыт показывает, что так оно и есть. Вот. Но неважно. Все-таки есть люди, которые хотят все-таки посмотреть, а что же действительно там происходит. Да? То есть, я отношу вас как раз к этим людям, которые интересуются этим. Вот. Поэтому мы будем потихонечку вот этот вопрос пытаться прояснять и использовать. Для чего, опять же? Для того, чтобы реализовать себя как, что? Как человека, как творца на самом деле. Потому что человека создавали как творца. Проект такой был. Высших сил. Ну, кто там это делал, как бы не будем говорить. Ну, скажем, конструкторская группа создала человека. Да, то есть, был там, главный конструктор какой-то. Вот. Ну, вот такой получился человек. Но почему-то он какой-то вот немножко недоделанный получился. Чего-то недоучли, видать. Но, может, так и специально и было сделано, чтобы недоделанный был, чтобы он сам себя доделал. Вот, и смотрит, что произойдет сначала. Он миру делает или все-таки себя выправит, да, человек? Ну, пока мы видим такую вот тенденцию, что человек успешно уделывает этот мир. Ну вот Аристотель говорил, что фигня полная, никаких там ничего не существует. Мы же где это? Вот, покажите, где это. Этого же нет, этого мира. То есть, поэтому все, что оно есть вот в реальности, то есть, да, вот объективной реальности, больше ничего нет. И давайте только это изучать. Ну и на самом деле вот аристотельские взгляды победили в науке в целом. И вот наука развивается вот в этом подходе, что кроме объективной реальности ничего не существует, и поэтому только мы ее рассматриваем. Но вот теория физических структур – это такой вот неоплатонизм, который дает нам совершенно другую картину мира и позволяет нам взглянуть совершенно как бы с другой парадигмы на этот мир. Что из этого на самом деле вытекает? Потому что есть на самом деле, если брать аристотельский подход, то тогда есть только близкодействие, да, то есть вот от одного объекта к другому через какие-то вот поля там можно взаимодействовать, может быть, да, то есть вот от одной частички к другой, через какую-то среду можно только идти. А теория дальнодействия, она по-другому рассматривает эти с точки зрения вот там платоновского подхода, что мир это единое целое. И поэтому, если мы где-то что-то поменяли, вот хоть маленькие кусочки, поменялся весь мир тоже. Чуть-чуть, но поменялся. Потому что все со всем связано. Это одно целое. Другое, мы можем это не чувствовать, это вот единство с миром совсем. Но она реально существует. И теория физических структур как раз показывает, да, что там основная такая функция есть, которая называется верификатор. Такая матрица, да, то есть в которой как раз количество столбцов и строк соответствует как раз вот количеству этих элементов, первых, в которые участвуют мироструктур. Ну, чтобы было понятно, что мы все состоим из каких-то элементов, да, то есть вот можем к этой идее вернуться, что мы все существуем, сделаны из чего? Из каких-то элементов. Элементы теории таблицы Менделеева. Да, их вроде там достаточно много, там за 100 переваливает количество. Но каждый же элемент из чего состоит?
Все из трех частиц. Протон, электрон и нейтрон. Смотрите, какое разнообразие получается как бы вот этих вот всяких вот вариантов. Да? То есть, когда количество начинает переходить в качество, да, появляется новое качество у вещества и так далее. А дальше из чего эти состоят? Ну, говорят, вот там кварки есть. Вроде самые мельчайшие частички – это кварки. Ну, хорошо. Чем кварки друг от друга отличаются? Ну, вот какими-то параметрами. Сколько всего там кварков? 6, да, то есть, допустим, разных. Чем они еще, какая у них есть характеристика? У них есть цвета. Они по цветам отличаются, да, то есть, как бы, оказывается. Ну, вот если, допустим, вот монитор попытаемся понять, из чего он состоит. Да, вот, ну, изображение, картинку на мониторе, вот видим какую-то, и пытаемся разобраться, из чего состоит эта картинка. Ну и начинаем копать, 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 и, кажется, дойдем чего? До пикселя. Самая маленькая частичка вот в картинке монитора – это пиксель. А уже из пикселя там формирует что-то, из пикселов что-то делать. Какие там характеристики есть у пикселя? Там, ну, размер есть там, да, такой, такой, такой размер. И цвет. Вот всего 3 цвета, которые нам задают, на самом деле, эту картинку на мониторе. То есть такая аналогия, как бы я провожу эту аналогию. Ну, поэтому то же самое можно говорить и про вот этот вот мир структур. Я там еще одно доказательство приберегу на следующее, какое у нас есть, того, что есть, существует биоинтернет. Потому что мы эту концепцию биоинтернета как бы дальше будем продвигать все шире и шире. И мы постепенно как бы будем пытаться включать все больше людей через наши структуры к этому биоинтернету. Поэтому, если кто хочет потестировать вот эту систему подключения к биоинтернету, то присылайте заявки на электронную почту. И вы будете первопроходцами, которые будут подключаться к этим структурам, чтобы можно было посмотреть, как они работают, как работают связи с биоинтернетом. Вот. Но эти же все связи можно усиливать светлицами, то есть взаимодействуя с ними, выбирая влияние помех, расширяя функционал своих через вот эти связи с биоинтернетом. Поэтому мы можем действовать в рамках вот материального мира, да, то есть что-то здесь пытаться менять, а можем пытаться наладить вот эту связь. Как ее налаживать? Ну, мы там немножко в этом вот описали, да, то есть как бы каждый человек связан, да, биоинтернетом. Тогда берем 2 человек, как минимум, ну, можно больше. Можно, но начнем с 2. И тогда мы начинаем, что нам надо создать условия, да, чтобы у нас появилась система, состоящая из 2 человек. Но где один будет задатчиком движения, да, то есть, а другой будет отображателем. Ну, чтобы мы смоделировали вот этот процесс взаимодействия с биоинтернетом. Мы же говорим, имитационная модель нам нужна. Какая? Ну, вот самая простая. 2 человека. Один оператор, другой эксперт. Один задает нам задачу какую-то, да, то есть как бы, или он может ее на самом деле задавать каким образом, да, то есть вот этот эксперт, оператор тоже обладает экспертными качествами, он чувствует задачу, которая стоит перед экспертом, ему не надо даже понимать или знать, можно просто оговорить область. Да? А дальше он начинает транслировать эксперту и задавать ему движение. А эксперт начинает двигаться. Да? То есть отображение формирует. Что при этом происходит? Да? То есть при этом, в силу того, что мы модель имеем, да, вот мир структур и мир наша реальность, мы в этом модели мы получаем, что проявление новой структуры, та, которая соответствует этой задаче. Но можно же двигаться не только телом, да? То есть можно двигаться душой, можно двигаться разумом. Вот сейчас мы двигаемся разумом, потому что я пытаюсь там вам чего-то какую-то впарить теорию, которую вы, может быть, и не понимаете. Но тут и не важно, понимаете вы ее или нет. Мы как бы говорим о каких-то вещах и одновременно обеспечиваем вот эту настройку, сонастройку нас всех на вот эту вот определенную какую-то матричную задачу. Почему матричную? Ну, она как бы, вот видите, из кусочков таких состоит. У каждого своя, каждый ее сформулировал, каждый как бы заготовил какой-то запас. И мы вот в рамках вот такого взаимодействия, хотя бы вроде бы даже оно, вы ничего не делаете, кажется. Но то, что вы уже слушаете, то, что уже таращитесь на экран, это уже создает некие предпосылки, да, рассматривать нас как одно целое с определенных позиций, да, с позиции биоинтернета. Почему? Здесь, видите, не играет роль расстояния.
Все на разных расстояниях. Да? И у нас что общая связь? Вот картинка, которая у нас на мониторе. Она нас объединяет. Но в силу того, что мы говорим, что связь с интернетом не через пространство, а через время, потому что время является системой отображения, проявления в нашей реальности вот этих вот структур, то нам не важно, какое тут расстояние. И на семинарах как раз это мы показываем, что можно, да, показать, что вот рядышком человек находится, вот он идет, и мы можем задать ему движение и его потянуть. И человек это слышит. На самом деле вот то, что мы показываем, то есть с точки зрения любой науки, это полный бред. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но что дает нам вот, организация таких взаимодействий? Ну, казалось бы, что тут? Ну, покачался человек, да, то есть, как бы, но мы уже установили связь вот с этим человеком, да, то есть создали что? Через что? То есть некое кольцо, да, то есть оттуда идет сюда, отсюда идет сюда, то есть что получается? Ну, кольцо, любовь, кольцо, а у конца нет ни начала, ни конца. То есть фактически мы начинаем проявлять по отношению друг к другу любовь, как возможность взаимодействия на любом расстоянии, да, то есть мы через вот этот свет можно человеку передать кусочек своей жизни и поддержать его, если ему плохо. И если ему хорошо, он может поделиться этим, да, то есть причем не теряя сам ничего. Потому что он делится чем? Радостью, да, то есть радости у него больше, чем надо. Что значит надо? Ну, то есть, когда вот мы организуем вот такое взаимодействие, мы же обмениваемся информацией, да, то есть мы не обмениваемся энергией вот здесь. Ну, какой мы энергией тут можем обменяться? То есть это не энергетическая связь. Хотя, говорят, все в мире энергия, то есть как бы люди обмениваются энергией, один энергию отдает, другой энергию получает. Но это когда вот мы не используем вот эту связь как бы оттуда. А если мы используем связи здесь, да, но тут вот здесь работает закон сохранения энергии. Ну, сколько отдал, столько получил там и так далее. Вот. А мы, когда говорим о возможностях связи с биоинтернетом, мы подразумеваем, что здесь мы можем только получать. Почему? Потому что мы можем проявлять те или иные структуры, которые... Если мы сюда проявили что-то, ну все, вот у нас есть что-то новенькое. Да? То есть, поэтому задача-то вот в таких взаимодействиях это проявлять творчество. То есть на самом деле в любых взаимодействиях, какими вы занимаетесь, проявлять что-то новенькое. Ну, так как у нас, я же говорю, вот в виртуале, в встречах онлайн сложно нам организовывать движения взаимные. То есть на площадке бы, вот в онлайн, когда мы все вместе там собираемся, ну, тогда там более разнообразные можно делать упражнения и более тонкие настройки. Но здесь мы можем тоже что-то попрактиковать, да? То есть мы можем какие-то еще брать модели, да? То есть модели обеспечения нас теми или иными ресурсами. Какие ресурсы нам нужны? Ну, кому какие. Кто-то в здоровье, кто-то в бизнесе, кто-то в семье, там еще кто-то в отдыхе, кому-то отдохнуть надо. На самом деле времени жизни не хватает. Потому что у нас чего-то где-то, может быть, не складывается. Что не складывается? Не складывается какие-то отношения, там еще что-то, да, то есть что-то не проявляется. То есть мы, допустим, мечту какую-то сформировали, она у нас тут пошла куда? Ну, в некое виртуальное пространство, там у нас эта мечта вот есть, да, то есть, но нам же надо сюда ее проявить, а здесь же все занято, вот у нас же вещественный мир вокруг нас, все заполнено веществом. Значит, чтобы проявилось это, значит, что надо что-то растолкать куда-то, да, то есть как бы раздвинуть, и вот теперь наше вот то, что мы придумали, должно куда-то вставиться. Но чтобы оно вставилось, да, чтобы оно появилось здесь, у меня должно появиться время жизни. Чтобы появилось время жизни, надо сделать что-то новое. Ну, можно виртуально, не обязательно реально, а можно вот через движение. Вот у нас, смотрите, вот Андрей, сейчас я его двигал. У нас уже была такая практика, когда я вас двигал? Была, да? А вот вы кого-нибудь двигали уже в нашей практике?
Было такое. Было, да? Но если вы возьмете другого человека, ведь это же уже такого не было. Не было. Поэтому давайте вот мы возьмем сейчас и попробуем кем-нибудь другим это реализовать. Светлица есть с собой? Все, вот настроились на светлицу. Кто готов поучаствовать в этом процессе? Кто? Ольга. Ольга. Ну, у вас там есть пространство, чтобы шагнуть, да? Ну, давайте, тогда у нас вот сейчас вы отходите, да, то есть, правда, там качество интернета не совсем, но ничего, я думаю, получится. Тогда вы отходите на пару шагов от монитора, да, то есть, и слушайте, то есть, давайте я сейчас задачу еще объясню тогда немножко, чтобы было более понятно. Значит, вы слушаете, да, и потихонечку начинаете слушать и как бы вот так раскачиваться, да, то есть, как бы слушаете, качаетесь. И в какой-то момент вас может куда-то или потянуть, или толкнуть там. Ну, давайте будем тянуть назад только сначала, чтобы у нас упростить эту задачу, потому что она более просто решается. Поэтому вы, если вас потянет назад, вы шагнете, да, то есть. Поэтому Андрей может тоже встать. Давайте, вы тоже встаете. Ольга у нас отворачивается от монитора. Да? Вот. И слушает. То есть Андрей будет сейчас на вас настраиваться. То есть, Андрей, вы это сейчас не руками, как бы, а вот всем телом, да, вот как бы вы подобные системы. Да? То есть вот одна система, вот другая. Вы начинаете вместе сейчас потихонечку как бы вот так вот качаться немножко. Как бы. Смотрите, как она будет раскачиваться чуть-чуть. И как бы вот вперед-назад, 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 как бы, и устанавливаете контакт. То есть от вас идет некий свет, он входит в Ольгу, и вы становитесь одним целым. В какой-то момент вы начинаете, да, тянуть назад. Тянете, 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 и вот смотрите, да, двигается человек. Еще. Отлично. Ну вот видно, что, да, то есть как бы вы делаете движение назад, и она начинает двигаться в вашу сторону, ну, как бы в сторону вот монитора, да, все. Спасибо. Давайте присядем и обсудим, что мы, собственно говоря, видели. Да? То есть, что мы видели? Видели мы... Ну, на самом деле, это чудо. Да? Вот как бы люди на каком-то там сумасшедшем расстоянии вдруг начинают друг с другом взаимодействовать. Да? То есть, что их объединяет? Какой механизм здесь работает? Да? То есть, механизм вот простой. Да? Есть свет идет от одного, есть свет от другого. Эти света друг в друга входят. Да? То есть, что идет? Вселение. Вселение одного человека в другого, и того в другого. То есть, и мы видим, что это работает. Правильно? Что это нам дает, в общем-то говоря, понимание вот этого механизма? В том, что мы можем, да, то есть творить что-то новенькое, когда мы взаимодействуем с другими людьми, например. Ну вот, мы же говорим, что если мы берем вот этот вот взгляд теории физических структур, что мы, оказывается, все связаны со всем миром. И мы создали вот здесь раз и создали дополнительную связь, новую. Ее ж никогда не было. Это впервые. Соединились, да, то есть получили что-то общее, да, то есть сформировали что? Начали проявлять вот в этом, собственно, движении, да, взаимочувствование, да, начали чувствовать друг друга, с одной стороны. Но через это возникает взаимопонимание. И через это дело можно развивать взаимоподдержку, сетевую поддержку. То есть она так и работает. Да? То есть, как бы, если мы хорошо наладили вот эти связи с биоинтернетом, с эти связи, у нас что начинает проявляться? У нас начинает проявляться в нас самих чувство пути. Почему? Ну, потому что мы тогда, наладив вот эту связь, да, то есть, ну, мы-то, это же тоже часть мира, да, другой человек. Раз это часть мира, да, то есть мы уже научились с частью мира связываться. Что у нас появилось? Увеличилось. У нас увеличилась мера счастья. Потому что счастье, это мы, если с частью чего-то можем быть, ну, вот оно счастье, да, то есть мы хоть чуть-чуть, но уже капельку счастья увеличили. Проявили. Проявили новое время жизни. Потому что у нее есть задача, у вас есть задача. Мы же не просто тут стояли, да? Мы же говорим, мы еще одновременно не просто покачались друг друга. Мы одновременно, соединив вот эти две системы в биоинтернете, мы получили возможность ее использовать для решения ваших задач.
И в этом вот взаимодействии начинаем это проявлять ваши задачи в этой реальности. Они постепенно начнут решаться, потому что если она там с трудом решалась, то теперь это будет немножко по-другому. Может быть и не будет. Почему может не быть? Ну, потому что задачка, может, неправильно поставлена, да, то есть или время не пришло, еще какие-то условия нет. Ну, неважно. Но если мы начинаем вот этот процесс организации, прокачки вот этих вот биоинтернет-связей, то мы можем, в конце концов, выйти на уровень вот этого вот ощущения целостности мира, да, то есть и через него начать с миром взаимодействовать. Тогда любое мое действие, тогда я не любое свое желание пытаюсь там реализовать, а которое я чувствую, что оно будет принято этим миром. Что этот мир тогда дружелюбие будет проявлять этот мир. И мы можем в этом дружелюбии стать какими, да? То есть мы же в результате этого изменяемся. Да? Если я изменился, я что? Я стал другим. То есть я стал друг им, не только себе, да, то есть как бы, но и им. То есть я теперь, ну как я меняюсь? Я же не вообще меняюсь абы как. Я постараюсь меняться так, чтобы опять согласовать себя с миром. Поэтому вот это вот как бы техники, которые потихонечку начинают человека менять его восприятие этого мира, потихонечку создают условия для проявления творческого потенциала, да, который вот сейчас вот Греф тут говорил на какой-то своей там встрече, что самое востребованное качество, там 3 всего будет каких-то, да, то есть и одно из них это умение творить, то есть создавать творческий продукт. И это будет самое главное качество, которое мы теперь будем наблюдать. Потому что масса профессий сейчас начнет отмирать. Вот искусственный интеллект внедрят, да, то есть как бы автоматика, как обычно, все везде, что умирают какие-то профессии. Там, магазины, прочее там. Но люди, которые найдут себя вот в творчестве, они будут востребованы. Но кроме этого будет еще востребована такая профессия, она даже есть уже в списке профессий будущего. Со следующего года где-то куда-то будет включена. Называться она будет мастер творческих состояний. Важно же не просто себя как бы сделать творческим, но это надо еще качество уметь передать другим. Да? То есть тогда вы можете вот создавать, обучившись вот этой технологии создания творческих состояний, да, дальше эти состояния транслировать другим. Причем даже много можно ничего не объяснять. Просто с ними что-то там поделали, попрыгали, побегали, потанцевали. А они, глядя, научились вот неким творческим состоянием их проявлять. Повеселились там, сделали праздников несколько вместе. Но если вы не умеете самим себе делать праздник, но это же тоже надо научиться самому себе делать праздник. Вот мы и будем этим заниматься на наших семинарах.